Я торговал по бесплатным сигналам 30 дней, используя депозит в $1000, и в этом видео вы узнаете, что такое торговые сигналы и как это работает, как торговать, используя эти сигналы, и сколько мне удалось заработать за один месяц такой торговли. Торговые сигналы — это рекомендации по покупке и продаже финансовых активов, основанные на анализе рынка. Они помогают определить торговые возможности и бывают бесплатными или платными. Если вы новичок в мире трейдинга, возможно, вы задумывались над использованием торговых сигналов. На самом деле, следование чужим сигналам может сэкономить вам много времени и энергии, а также научить новым методам и стратегиям торговли. Но в чем подвох? Самое сложное — найти надежного поставщика торговых сигналов. Торговые сигналы предоставляются опытными трейдерами или специализированными компаниями бесплатно или за плату посредством письменных сообщений. Обычно сигнал — это очень короткое сообщение, которое содержит только основные элементы и выглядит примерно следующим образом. Сигналы помогают начинающим трейдерам получать точную информацию по сделкам, рекомендованным поставщиками сигналов в режиме реального времени. Некоторое время назад с ростом хайпа криптовалют, в том числе и вырос хайп на трейдинге, в связи с чем в Телеграме начали появляться сначала десятки, а потом и сотни каналов, предлагающих вам бесплатные и платные сигналы для заработка на спотовой и маржинальной торговле. Но все ли так гладко? Ведь любой человек может найти те самые группы с сигналами, подписаться и следовать им, и судя по их же статистике, неплохо зарабатывать. И в этом видео мы проверим подобные каналы. А торговать мы будем криптовалютными фьючерсами. По-любому для многих это темный лес, поэтому немного расскажу, чтобы ролик был также для вас полезен. Расскажу максимально простыми словами. Фьючерс — это финансовый контракт на покупку или продажу актива. То есть это тот инструмент, в котором мы можем зарабатывать в том числе на падении какого-то актива, например биткоина. Также в нашей сегодняшней фьючерсной торговле будет присутствовать еще один инструмент, а именно кредитное плечо. Это возможность контролировать контракт с высокой стоимостью при гораздо меньших инвестициях за счет использования заемного капитала. Это дает трейдеру дополнительную покупательную способность и позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с минимальным риском капитала. По сравнению с другими финансовыми инструментами, использующими маржу, фьючерсы требуют гораздо меньшего авансового капитала и обеспечивают максимальное кредитное плечо для маржи. Это позволяет трейдерам контролировать контракты намного более ценные, чем их первоначальные инвестиции. Однако финансовый рычаг может привести к убыткам, превышающим начальную маржу. Чтобы эффективно управлять рисками, трейдеры применяют соответствующие меры стоп-лосса при торговле на волатильных и непредсказуемых рынках, коими является криптовалютный. И для этого ролика я отобрал порядка 10 групп с сигналами в Телеграме, подписался на них и активно торговал по всех их сигналам в течение месяца. По логичным соображениям я не буду говорить, как я искал, и показывать названия этих групп, чтобы вы ни в коем случае не повторяли с бесплатными сигналами. Вы должны полностью оценивать риски, ведь торговля криптовалютой — это очень волатильный процесс, даже без учета того, что вы торгуете по сигналам какого-то Васи, который, может быть, 5 минут назад зарегистрировался на бирже. Ведь помимо этого вы и так за несколько секунд можете как в 2 раза умножить свой капитал, так и потерять абсолютно все, особенно если мы говорим про торговлю на фьючерсах с плечом. Ну и маленький анонс. Если это видео вдруг наберет 1000 лайков, то в моем телеграм-канале я начну публиковать торговые сигналы из платных групп, по которым торгую сам. Поэтому подписывайся на телегу, дабы не пропустить. Ссылка в описании будет. Давайте дождемся случайный сигнал, чтобы рассмотреть его и понять, как он устроен. В сигнале у нас фигурирует монета, или другими словами валютная пара, цена входа в позицию, указано покупаем или продаем монету, или другими словами long или short. Long зарабатываем, если монета растет, short, если монета падает. На некоторых сигналах может не быть этой информации, и тогда нужно смотреть на другие значения. Далее у нас есть значения take profit или цели. Те точки, на которых автор сигнала предлагает нам фиксировать прибыль частями или сразу. Как раз если в сигнале не отмечено long или short, то мы смотрим значение take profit относительно цены входа. Если оно выше, значит это long, ниже short. Иногда в сигналах также может фигурировать значение плеча. Иногда я буду его придерживаться, иногда нет. Ну и также в большинстве сигналов присутствует стоп-лосс. Это то значение цены дериватива, при котором мы должны закрыть позицию в убыток, чтобы не достичь значения ликвидации, при котором наша позиция автоматически закроется и мы понесем убыток в 100% размера нашей позиции. Эти правила работают для фьючерсной торговли на изолированной марже. Она несколько безопаснее, так как максимальный размер убытка в нашем случае составит 100%, а при использовании кросс-маржи максимальным убытком может стать весь размер кошелька для фьючерсной торговли. То есть даже поставив $100, вы можете потерять весь депозит в 1000 или даже 10 тысяч долларов. Ну и последний момент перед сделками. Чтобы закрыть вопросы по бирже, ссылку на биржу, на которой торговал я, оставлю для вас также в описании. Ну и чтобы структурировать все 30 дней, я решил уместить их в этот ролик отрезками по 5 дней. Так будет удобнее и проще наблюдать за результатами. В общем-то отсюда и началось мое приключение. Я взял $1000, закинул на отдельный аккаунт и начал ждать сигналов. Начал свой челлендж я 14 января. Первая пятидневка. И вот наступило 19 число и прошло первые 5 дней моей торговли по бесплатным сигналам. И я готов делиться с вами первыми результатами. Началось все достаточно круто. Первые сигналы я получил одновременно. Монета Гала, монета Ада. Открываю по ним лонги, ставлю тейки и стопы и жду исхода. Гала закрываю в тот же день в хороший плюс, почти $24. На следующий день приходит сигнал по DIDEX. И 16 числа я закрываю его, Ада и новый сигнал по People. Суммарно выхожу в хороший плюс. Но сразу после этого следуют две сделки, при которых лонговый тренд сменяется на шортовый, и я ловлю две
ликвидации и теряю сразу почти $60. Однако не отчаиваемся, получаем сигнал по монете AVAX, заходим в шорт и быстро отбиваем уже $20. Далее, следующий день, заходим в короткий лонг по эфиру, закрываем его с небольшим профитом, и на последний день первой пятидневки выпало аж 5 сделок, и если первые 3 сигнала в лонг по монетам FLM, Atom и Gala я успешно закрываю в небольшой плюс, то сигнал по монете IOTA приносит мне очередную ликвидацию. И происходит это потому, что часто в бесплатных сигналах админы не особо соблюдают риск-ревард. И сделано это для того, чтобы с меньшей вероятностью выносило по стопу, и чаще админ мог показывать хорошие большие зеленые циферки, как вы и видели ранее. Но в целом я воспринимаю это как эксперимент и по факту просто плачу за контент для вас. Далее, тем же днем я быстро закрываю в небольшой плюс лонг по Solana, и первые 5 дней подходят к концу. Итого, наконец, первых 5 дней мы имеем. Стартовали с $1000, и к концу первых 5 дней баланс получился $1000 и 32 цента. Были хорошие плюсы, но и приличные минусы. Делаем выводы и идем дальше. Вторая пятидневка. Тут будут числа с 19 по 22 число, так как 23 числа я снимал ролик про торговлю с помощью ChatGPT. Кстати, если вы еще не смотрели этот ролик, то рекомендую к просмотру. И в этот день я также использовал этот аккаунт, поэтому ставил данный челлендж на паузу. Сделок было не так много, поэтому давайте по ним пробежимся. Первая сделка 19 числа, еще ночью ловлю стоп по битку. Небольшой, не страшно. На следующий день 20 числа я успешно делаю лонги, прилетают сигналы по монетам AMX, Doge, Sol и Clay. Все сигналы в лонг, во все залетаю и все успешно фиксирую. AMX особо порадовал, показав прибыль в 75%. Остальные 3 монетки закрываю в плюс поменьше, все результаты сделок у вас на экране. 21 числа сигналов совсем не было, поэтому смотрим на финальный день. И последний день в этой пятидневке я начинаю с лонга по Ape, закрываю в небольшой плюсец. Далее лонг по монете One Inch, уже более приятные 52% и 25 с лишних долларов ПНЛ. Потом ловлю стоп по монете APT, он же недавно прославившийся Aptos, и завершаю день лонгом по TRX, закрывая его в плюс $10. И итого, наконец, 22 января мой баланс составил $1067 и 40 центов, что уже не так плохо и составляет плюс 6,7% к депозиту за день. Тут уже начинает выглядеть как сказка и кнопка бабло, поэтому продолжаю. Третья пятидневка. И в этой пятидневке, а именно с 24 по 28 число, я совершил несколько неприятных ошибок. Начинаю ее с одного лонга и одного шорта 24 числа. Первый закрываю в совсем небольшой плюс, второй плюс посущественнее. 25 числа также на энтузиазме начинаю день с лонга по AXS и далее параллельно открываю 2 лонга по монетам H-Bar и Ray. И в попытках вытащить эти позиции доливаю в них еще маржи. Но сильное падение битка в этот момент считает, что мне не нужно зарабатывать с этих позиций и дарит мне 2 ликвидации на общую сумму почти в минус $190. Но эксперимент продолжается, и я в этот день открываю еще 3 сделки в лонг, монеты Ape, APT, Didex. И все закрываю в небольшой плюс в долларах. 26 числа было всего 2 сигнала. Первый это лонг по монете Sella, закрываю с хорошим плюсом в 75% и почти $37. Второй лонг по монете IOTA я открывал с меньшей маржой, поэтому закрываю в плюс 40%, но всего $13,5. 27 число началось с шорта по People, забираю легкие $7 и получаю сигнал в лонг по NIR. Понимаю, что тренд обратный, не хочу заходить против тренда, но испытывая дефицит сделок, решаю зайти. И далее опять тяну сделку, доливая x2 маржи, чтобы не ликвидировало, но тренд оказывается намного сильнее и дотягивает мою сделку до ликвидации. Далее я захожу в сделки аккуратнее, пытаюсь открыть шорт под тренд, но ловлю легкий стоп по монете DAR. 28 число начинается с шорта и короткого стопа по монете ICP, но сразу же после него я получаю жирный лонг по One Inch и плюс 21 с лишним доллар. Ну и завершает этот день и эту пятидневку шорт по Solana с коротким тейком в плюс 2 с лишним доллара. И наконец этой пятидневки из-за 2 грубых ошибок я сильно откатился вниз на значение своего баланса в $92 и 69 центов. Неприятно, конечно, но по сути это только начало. Дальше мы точно рассчитываем на успех. Мы же торгуем по сигналам опытных трейдеров. Четвертая пятидневка. Четвертая пятидневка началась с отличного сигнала в лонг по лайткоину. Закрываю его в плюс 66% и $35. Потом сделка в небольшой плюс по Didex и опять хороший сигнал в лонг по GMX в плюс $26. И завершаю этот день снова маленькой сделкой в небольшой плюс по монете AMX. 30 число оказалось не таким удачным, хоть и началось с плюсовой сделки по Gala. Забираю свои $5.76 и даже снова перешагиваю за отметку в $1000, отбивая все прошлые минуса. Но все следующие сигналы почему-то несут только минус, и я ловлю серию стопов, останавливаться на них надолго не буду, все сигналы и сделки у вас на экране, монеты Clay, Ethereum, Uni, FLM и One Inch.
И на серии этих стопов заканчивается 30 число. 31 числа был всего один сигнал, лонг по ЛРЦ, забрал свои 5 баксов и ушел ждать сигналов. 1 же февраля порадовало меня количеством сигналов. Их было 4 штуки. Сначала я словил короткий стоп по DIDEX, но потом еще вижу сигнал с другого канала, уменьшаю плечо и перезахожу. И с минимальным плечом легко снимаю 18 баксов профита. Дальше 2 сделки в ноль по битку и эфиру, не буду на них акцентировать внимание, и, к сожалению, день завершается минусом благодаря сигналу в лонг по монете GTC, она закрывается по стопу. 2 числа я получаю только один сигнал, с радостью захожу и забираю свои 12 баксов. Итого, наконец, 4-й пятидневки мой баланс был равен $963 и 30 центов. Немного отбили предыдущие минуса и продолжаем. 5-я пятидневка. И начинается она со сделки по линк, захожу в лонг по сигналу и забираю $6,5. 4 числа получаю 3 сигнала, все в лонг, закрываю все в небольшой плюс. 5 числа всего один сигнал, тоже лонг, монетка FLM, маленький плюс, все по классике. И снова я приближаюсь к своей изначально вложенной $1000. $997,5 у меня на балансе, вот-вот начнем извлекать прибыль, но 6 число началось с минусов. Cent, DIDEX и SNX. Все сигналы лонговые, и если DIDEX закрывается в БУ, то есть без убыток, то Cent и SNX суммарно отнимают $55 от моего баланса, и вечером я беру шорт по Юфи и закрываю в небольшой плюс. 7 числа также забираю 2 небольших сделки по сигналу в лонг на монеты AVAX и DIDEX, и закрываю их обе в небольшой плюс. И наконец этого периода мой баланс составил $962,5. Я уже подумал, что надо мной издеваются, качая мой баланс туда-сюда, поэтому я с большой надеждой на хороший профит начинаю свой финальный отрезок в 5 дней, ожидая исключительно прибыльных сигналов. 6-я пятидневка. Началась она с 8 числа и с выбитой в безубыток сделки, но в продолжении дня ловлю 3 хороших сигнала по монетам ADA, Ethereum и BNB. И в итоге эти 2 лонга и 1 шорт приносят почти 15 баксов. 9 число прошло полностью без сигналов. 10 числа было 3 сделки. Первый лонг по XRP выбило без убыток, потом забираю легкий лонг по монете CHR, закрываю его в плюс $9, и потом залетаю еще по одному сигналу в шорт по битку, отлично ловлю разворот тренда и выхожу в плюс 22 бакса. 11 числа всего один сигнал, Litecoin, шорт, забрал свои 7 баксов и доволен. 12 числа также не было сигналов, 13 числа я поймал 2 сигнала, первый закрыл в плюс $6,5, второй также в небольшой, но минус. И наконец финального дня мой баланс все-таки вернулся к значениям больше $1000 и составил по итогу $1015 и 18 центов. Ну и того за месяц этих стараний получилось заработать всего 15 баксов. Естественно, это того не стоит, и мое мнение, что мне еще и повезло, месяц мог выдастся не таким удачным. Резонный вопрос, почему прибыль чаще была минимальная, а убыток почти всегда большой. Все дело в том, что наши в кавычках опытные трейдеры часто дают нам длинные стопы и длинные тейки, чтобы показывать большие цифры на тейках, а я же часто закрывал сделки раньше, дабы еще и не откатиться в минус. Но в целом повезло, что я не в минусе, торговать по бесплатным сигналам слепо я не советую, однако вы можете их использовать как сигнал к изучению графика по конкретной валютной паре. Ведь вдумайтесь, стоит ли доверять свои деньги каким-то незнакомым людям? Я думаю, следует логичный ответ, поэтому, как обычно, включайте голову, изучайте все самостоятельно, а я на этом с вами прощаюсь, всем профита и до встречи в следующем видео.